В профессиональном боксе есть чемпионы, которые купаются в лучах славы, а есть стихийные бедствия, чьи имена менеджеры стараются не произносить вслух. Мы продолжаем наш цикл о бугименах, людях, чей риск встречи не оправдывал никакой гонорар. Если в первой части мы разбирали тех, кто ломал карьеры физически, то сегодня мы погрузимся в психологию великого избегания. Почему великие чемпионы 70-х и 80-х внезапно теряли интерес к объединительным боям, стоило им услышать определенную фамилию? Сегодня в нашем списке первобытная мощь Большого Джорджа, хирургическая точность Марвина Хаглера, смертоносный молот Эрни Шейверса и пуэрториканский палач Эдвин Росарио. Это канал Стира Спорт. Мы открываем вторую главу кабинета боли Золотой Эры. Пристегнитесь. Это будет долгий и мрачный путь. Январь 73-го года. Кингстон, Ямайка. Мир бокса был уверен, что Джо Фрейзер – это вершина эволюции. Человек, который только что прошел сквозь Мохаммеда Али, казался абсолютно неуязвимым. Но в ринг вышел 24-летний Джордж Форман, и мир содрогнулся. Это не был боксерский поединок в привычном понимании. Это была публичная экзекуция. Форман использовал стиль, который позже назовут тракторным. Он не фехтовал, он не искал углы. Он просто шел вперед и буквально толкал ударами. Его джеб ощущался как удар кувалдой, а апперкоты вырывали Фрейзера из реальности. 6 нокдаунов за 2 раунда. Фрейзер падал, вставал и снова летел на канвас, не понимая, как противостоять этой грубой физической силе. После этого боя в супертяжелом весе наступил период, который историки называют «великим параличом». Кен Нортон, атлет с идеальным телом, который сломал челюсть Али, продержался против Формана меньше 5 минут. Джордж стал бугименом, потому что он отменил технику. Против него не работал футворк, против него не работала защита кросс-арм. Он просто проходил сквозь защиту, ломая кости и волю. Даже Али, готовясь к бою в Заире, признавался своим близким, что Форман – это первый человек в его жизни, от которого исходит запах настоящей опасности. В те годы выйти против Формана означало не просто риск проиграть, а риск навсегда оставить свое здоровье в ринге. Если Формана боялись за его габариты, то Марвина Хаглера боялись за его безупречность. Хаглер – это эталон технического бугимена. Левша, который мог в любую секунду сменить стойку, не теряя в плотности удара. В середине 70-х Хаглер уже был лучшим средневесом планеты, но он жил в глубокой тени. Чемпионы того времени, Карлос Монсон и Родриго Вальдес, делали все, чтобы просто не замечать опасного претендента. Промоутеры твердили, что Хаглер не кассовый, что он слишком мрачный и не умеет продавать свои бои. Но правда была проще. Он был слишком опасен, чтобы быть прибыльным. Слишком большой риск при слишком скромных гонорарах. Марвин тренировался в Броктоне, в старом зале без отопления. Он бегал по пляжу в армейских ботинках, выкрикивая одно единственное слово – «Война». Он ждал своего шанса долгих 7 лет, вычищая дивизион от претендентов, которых чемпионы боялись даже больше, чем самого титула. Когда он, наконец, получил бой с Вито Антуфермо, судьи буквально украли у него победу, присудив ничью. Хаглер не сломался. Он просто понял, что в этой игре ему нельзя выигрывать по очкам, которую избегали даже великие Шугар Рэй Леонард и Томас Хирнс на протяжении многих лет. Хаглер был бугименом, который не пугал, а методично стирал твою карьеру в порошок. Спросите Мохаммеда Али, кто нанес ему самый тяжелый удар в жизни. Спросите Ларри Холмса, от чьего удара у него потемнело в глазах. Они назовут одно имя – Эрни Шейверс.
Шейверс — это бугимен в чистом дистиллированном виде. У него не было выносливости марафонца или гибкости пантеры. Но у него был правый прямой, который Али сравнивал с падением кирпичной стены на голову с 10-го этажа. Эрни не просто отправлял людей в нокаут, он заставлял их пересматривать смысл своего существования. Ларри Холмс, пропустив удар от Шейверса в их титульном бою, признавался: «Я видел свет в конце тоннеля. Я слышал, как ангелы поют мне колыбельную». Шейверс был бугименом, потому что против него нельзя было ошибаться. Ни разу. Ни на одну секунду. Он выключал свет великим чемпионом, сам так и не примерив корону. Почему? Потому что его запредельная мощь была его же проклятием. Он вкладывал столько ярости в каждый замах, что часто выдыхался к середине боя. Но в 70-е годы не было ни одного боксера, который бы заходил в ринг с Шейверсом без липкого чувства страха под ложечкой. Эрни был королем без короны, которого уважали и обходили стороной все топы хэвивейта. Это был человек, чей удар был смертным приговором для любого, кто зазевался. Многие думают, что бугимены обитают только в тяжелых весах. Но это опасное заблуждение. Эдвин Росарио по прозвищу Чипо. Маленький парень с лицом ангела и руками профессионального палача. В начале 80-х он стал ночным кошмаром для легкого дивизиона. Росарио обладал аномальной мощью. Его удары взрывались без предупреждения, а правая рука прилетала так быстро, что соперники просто не успевали ее увидеть. Он был бугименом для целого поколения молодых талантов. Он не просто выигрывал, он забирал у них желание когда-либо возвращаться в ринг. Когда Росарио выходил на пик, чемпионы предпочитали подниматься в весовую категорию выше, лишь бы не попасть под его каток. Эдвин Росарио доказал: смертельная опасность не имеет веса. Она имеет только тайминг и желание нанести непоправимый ущерб. Форман, Хаглер, Шейверс, Росарио. Имена разные, но суть одна. Они были шрамом на теле профессионального бокса. Бугимены — это напоминание нам всем, что истинное величие не всегда измеряется золотом на поясе. Иногда оно измеряется тишиной в кабинетах менеджеров, когда произносится твое имя. Кто из этой четверки, по вашему мнению, был самым недооцененным? И кто должен войти в нашу следующую подборку? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео. С вами был канал Стироспорт. До встречи в ринге.